Есть звезды, которым нужно постоянно что-то доказывать. Скандал, интервью, громкое заявление, иначе про них забудут. А есть те, кому достаточно просто появиться в правильном месте, и весь мир снова заговорит только о них. Ханде Эрчел именно из вторых. На этот раз она снова в Париже. Снова на модном показе. И снова, без единого слова, без единого поста с объяснением, стала главной темой дня в модных изданиях по всему миру. Сегодня разберем, что произошло на показе Ирис Ван Херпен, почему это не просто «звезда посидела в первом ряду», а нечто гораздо более интересное, и я расскажу вам одну деталь про мир этого модного дома, от которой у вас точно округлятся глаза. Если вы любите такие красивые разборы, про моду, про статус, про то, как актрисы турецких сериалов становятся мировыми иконами стиля, оставайтесь до конца. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий разбор. Прежде чем говорить о Париже, вспомним, с чего вообще начался путь этой женщины к статусу международной звезды. Настоящий прорыв случился с ролью Селин в сериале «Дочери Гюнеш», тогда Ханде впервые заговорили всерьез. Но настоящий взлет произошел, когда она снялась в паре с Бураком Денизом в сериале «Любовь не понимает слов». Именно эта история покорила зрителей далеко за пределами Турции, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в Латинской Америке. Миллионы людей влюбились не только в сюжет, но и в саму Ханде. А затем случился настоящий культурный феномен «Постучись в мою дверь» с Керемом Бюрсином. Роль Эды Йылдыз буквально облетела весь мир. Сериал показывали в десятках стран, а Ханде превратилась в одну из самых узнаваемых актрис турецкой индустрии за пределами самой Турции. Именно тогда ее страницы в соцсетях начали расти теми темпами, о которых многие звезды могут только мечтать. После этого Ханде решила не оставаться в одном амплуа. Она снялась в более драматичных, тяжелых по атмосфере проектах «Кольцо» и «Совершенно другой», показав зрителю совсем иную грань себя. А затем снова вернулась к романтике, уже с Барышем Ардучем, в фильме «Оставь это ветру», в сериале «Вспомни любовь» и позже в проекте «Любовь и слезы». Но параллельно с сериальной карьерой происходило кое-что еще. Ханде год за годом становилась завсегдатаем недель моды в Париже. Ее приглашали Бамейн, Валентина, Эли Саап дома, за которые борются модели и знаменитости со всего мира. Она посещала Каннский кинофестиваль, стала лицом ювелирного дома Памелота. То есть то, что мы видим сейчас в Париже, это не случайность и не разовый выход. Это результат нескольких лет системной работы над собственным международным образом. Согласитесь, путь от милой героини романтических сериалов до постоянной гости парижских шоурум – это уже само по себе интересная история карьеры. Если вам нравится, как мы разбираем такие пути звезд, ставьте лайк, это помогает нам делать подобные видео чаще. А теперь самое интересное. Отвлечемся немного от Ханде и поговорим о том, куда именно она попала. Потому что это, поверьте, не рядовой показ. Ирис Ван Херпен – нидерландский дизайнер, чье имя в мире высокой моды стоит особняком. Она не шьет платья в привычном смысле слова. Она их конструирует, как инженер, и выращивает, как ученый. В ее коллекциях смешиваются архитектура, природа и технологии будущего, настолько плотно, что иногда сложно понять, смотришь ты на моду или на произведение современного искусства. И вот буквально на том самом показе, куда попала Ханде, дом представил новую коллекцию под названием «Shift Сдвиг душ». И детали этой коллекции звучат почти как научная фантастика. Представьте, одно из платьев было создано с использованием настоящей плазмы, того самого явления, которое отвечает за северное сияние в небе. Плазму поместили в изогнутые стеклянные трубки на плече платья, покрытого тысячами вручную выдутых стеклянных шариков, и их там было около 30 тысяч. Материя реагировала на магнитное поле тела человека, потрескивала и светилась прямо на подиуме, как маленькое живое северное сияние на плече модели. А еще в коллекции было платье, вдохновленное молнией,
из специального материала, для создания которого дизайнеру понадобился настоящий ускоритель частиц и криогенная камера с температурой минус 100 градусов. Это не преувеличение журналистов ради красивого заголовка, это реальный уровень технологий, который дом Iris Van Herpen использует ради одного платья. Вот в такой мир, где мода буквально пересекается с физикой элементарных частиц, Hyundai Erchel вошла спокойно, в элегантном образе, и села в первый ряд, будто это самое обычное дело. Согласитесь, звучит как отдельный красивый факт, о котором интересно рассказать друзьям. Если вам такие маленькие модные открытия тоже нравятся, напишите в комментариях, знали ли вы раньше про эту марку. Мне правда интересно, многие ли из вас слышали про Iris Van Herpen до этого видео? Возвращаемся к самой Hyundai и к тому, что именно она выбрала для этого шоурум. Она пришла на показ Iris Van Herpen в наряде из коллекции Shift Salles, платье с эффектом трехмерной оптической иллюзии, где сплетаются насыщенный бордовый и глубокий черный цвета. Силуэт скульптурный, будто вырезанный, с ощущением движения даже в статичном кадре, именно то, за что этот модный дом любят критики. Позже в те же дни Hyundai появилась и на другом мероприятии, гала-вечере ювелирного бренда Pomellato, куда она пришла уже в другом образе, белое драпированное платье в стиле высокой моды, куда более мягкое и легкое по настроению, чем дерзкий наряд от Iris Van Herpen. И вот это сочетание двух образов за пару дней, то смелый и почти инопланетный силуэт, то воздушная белая элегантность, рассказывает о Hyundai больше, чем любое интервью. Она не привязана к одному образу. Она умеет быть совершенно разной и при этом оставаться узнаваемой. Модные издания, которые пишут о международных неделях моды, отметили, что именно ее выход на показе Iris Van Herpen стал одним из самых обсуждаемых образов сезона среди гостей, наряду с силуэтами голливудских актрис и моделей мирового уровня, которые тоже сидели в первом ряду этого показа. Казалось бы, посидела актриса на показе, но надела красивое платье. Что здесь такого? А дело вот в чем. Выход на модном мероприятии работает совсем иначе, чем премьера сериала. Там нет сценария, нет партнера по кадру, нет диалогов, которые пишет сценарист. Есть только сам человек, его осанка, его взгляд, его умение носить сложную, почти скульптурную одежду так, будто это естественно для него. И когда актриса из турецкого сериала жанра, который многие на Западе по-прежнему воспринимают как нечто локальное, оказывается в одном пространстве с домами уровня Iris Van Herpen, Валентина и Эли Сааб, происходит важная вещь. Меняется восприятие. Hyundai перестают воспринимать только как актрису из красивой турецкой мелодрамы. Ее начинают воспринимать как международную персону моды, ту, чье присутствие на показе само по себе становится новостью для мировых фэшн-изданий. Это разница между известностью и статусом. Известность – это когда вас узнают. Статус – это когда вас приглашают. И Hyundai, судя по всему, уверенно перешла из первой категории во вторую. Мне кажется, для зрительниц, которые смотрели ее еще в самых первых романтических сериалах, наблюдать за этим особенно приятно, как будто смотришь, как повзрослела героиня, которую ты когда-то полюбила на экране. Если вы согласны, поставьте лайк, это простой способ сказать нам, что такие темы вам близки. Если подводить итог, то вся эта история совсем не про скандал, не про громкое заявление и даже не про личную жизнь, то есть про то, из-за чего обычно шумят вокруг звезд. Она про другое, про силу спокойного, уверенного образа. Мне кажется, Hyundai сейчас находится в очень интересной точке карьеры. Она уже не должна никому ничего доказывать в плане узнаваемости, ее и так знают миллионы людей по всему миру благодаря ее сериальным ролям. Поэтому теперь она играет в совсем другую игру, она строит образ утонченной, взрослой, международной иконы стиля, которая одинаково уверенно чувствует себя что в романтической сцене турецкого сериала, что в первом ряду показа, где платье делают буквально с использованием плазмы и стеклянных сфер. И это красиво именно своей тишиной. Никаких заявлений, никаких постов с объяснением, почему я здесь, просто выход, просто образ, просто уверенность.
А дальше уже сами модные издания и поклонники достраивают историю. Париж значит статус, Ирис Врон-Херпин значит высокая мода, спокойствие в кадре значит уверенность в себе. Возможно, кто-то скажет: подумаешь, актриса сходила на показ. Но лично мне кажется, что именно из таких небольших, спокойных шагов и складывается по-настоящему крупная международная карьера, без крика, но очень заметно. А вам какой образ Ханде нравится больше? Нежная, романтичная героиня из сериалов, к которой мы привыкли за долгие годы, или вот такая новая версия, взрослая, глянцевая, почти недосягаемая, из мира высокой моды? Напишите свое мнение в комментариях. Мне действительно интересно, какой из этих двух образов ближе именно вам. Если видео было интересным, ставьте лайк, это лучшая благодарность для нас. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить следующие разборы и про моду турецких звезд, и про их сериальные роли, и про истории, которые скрываются за красивыми кадрами. И, конечно, делитесь этим видео с теми, кто тоже любит турецкие сериалы и следит за судьбами их героинь. До новой встречи!